Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Он так хотел подкрасться к Тэхёне незаметно. Девятое место. Так мило. Из-за действий Тэхёна Чангук даже на время забыл про хореографию. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Секрет Вигу, который случайно или нет, забыли скрыть от нас». Подробное объяснение. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Такие разные и такие похожие одновременно. Седьмое место. Кажется, кому-то очень нравится, когда его мужчина его держит. Шестое место. Поведение пары. А не напомнит ли вам о том моменте, когда Тэхён выглядел слишком сногсшибательно, хотя когда он не, и Чангук, заметив, что тот стоит один, подошел к нему, чтобы незамедлительно сообщить об этой новости. «Ты круто и эффектно выглядишь». Но, видимо, уловив горячие вайбы своего мужчины, Тэхён поспешил указать на то, что камера вообще-то снимает, и Чангук вынужден был ретироваться. Чангук, перестань быть жадным, дай нам эти фото. Пятое место. Этот милый момент с Тэйкук.
4 место. Забота. Такая мягкая забота. Обнял нежно своего медвежонка за талию и помог ему занять нужное место. Примерные мысли Чангука. «Милый, иди сюда, встань поближе к обогревателю, чтобы не замерзнуть». Третье место. Новости. Тэхён выложил фото с поэтическим сборником стихов. «Мне нравится то, что невозможно понять». Автор — Чо Маль Сон. Он дебютировал еще в 1998 году и считается одним из заметных голосов современной корейской поэзии. Это 172-й выпуск престижной серии современной корейской поэзии Manhattan Poetry Collection, в которой публикуются как признанные, так и значимые авторы нового поколения. О чем книга? Сборник исследует границы понимания между «я» и «ты», между словом и смыслом, между реальностью и внутренним восприятием. Поэзия Чо Маль Сона известна парадоксальностью и иронией, тонким черным юмором, игрой с языком и его ограничениями и ощущением дистанции и наблюдения. Название «Мне нравится то, что невозможно понять само по себе» звучит как манифест, принятие неоднозначности, красоты неполного понимания и сложной природы чувств. Выбор такой книги вполне в духе Тэхёна и его необычного, свободного восприятия мира. Смотреть, как участники искренне любят Чангука и умиляются ему, бесценно. Одной португальской армии посчастливилось встретить Тэхёна, когда он заглянул в кафе, где она работает. Девушка поделилась совместной селкой, подписав: что происходит? Я встретила Тэхёна, и он настолько идеален, что кажется сгенерированным. Это вообще законно? Тэхён купил местные пирожные, пастел де нато звездочка, и когда девушка сказала, что является армией, он обнял ее и предложил сделать фото. Встретить Тэхёна в реальности – это словно прикоснуться к чуду. Поистине волшебный момент. Пастел де нато – знаменитое португальское пирожное в виде хрустящей чашечки из слоеного теста с нежным заварным кремом, часто с карамелизованной корочкой. Как ни посмотри, это самое милое зрелище, когда Тэхён сжимает свои длинные, красивые пальцы в кулачки, когда сосредоточенно говорит или счастлив. Чангук подтвердил свой статус мировой иконы, войдя в список 15 самых известных людей мира. Недавно американский портал AOL включил Чангука в этот список. Чангук – единственный азиат, занявший 15 место под своим настоящим именем Чон Чангук. Он обошел президента и деятелей политики, культуры, спорта и бизнеса, войдя в топ-15 самых известных людей мира. Среди мужчин-артистов он один из двух, наряду с Джастином Бибером. AOL объяснил, что этот многогранный миллиардер обладает обаянием человека, умеющего все. Он – талантливый певец, рэпер, автор песен, режиссер, продюсер и ценитель искусства, обладающий множеством талантов. Его дуальность поражает.
Однажды Тэхён сказал: «Я слышу, как вы кричите, наши участники». И именно в этот момент, честно, все волнение полностью исчезает. Тогда я думаю, теперь все хорошо, они смотрят на нас, давай выложимся по максимуму. Это единственная мысль в моей голове. Благодаря армии я смог выступить уверенно, без дрожи. Я благодарен. А что касается того, как сильно я вас всех люблю, это правда трудно выразить словами. Я не очень умею хорошо говорить, но сейчас ведь зима, так ведь? Когда идет снег, я хочу связать перчатки для каждой армии. Когда идет дождь, я хочу сшить для вас одежду. А когда холодно, я хочу снова и снова укутывать вас в теплые пуховики. Вот что я чувствую. Это и есть мои чувства. Растопит весь снежок у вас за окном. Режиссер документального фильма от Netflix BTS The Return, который выйдет 27 марта, в своем аккаунте Instagram опубликовал сторис. Искренне благодарю вас за невероятное количество теплых сообщений, которые вы прислали за последние несколько дней. Эта реакция была по-настоящему ошеломляющей, в самом лучшем смысле этого слова. Я не могу ответить каждому лично, но хочу, чтобы вы знали, насколько глубоко я ценю вашу щедрость, доверие и волнение, которыми вы поделились. Я ни в коем случае не воспринимаю эту ответственность легкомысленно. Быть приглашенным, стать частью этого момента и этой истории для меня абсолютная привилегия. Вся наша съемочная команда подошла к работе с вниманием, терпением и глубоким уважением, не только к значимости этого момента, но и ко всему длинному пути, который к нему привел. Я надеюсь, нам удалось по-настоящему передать их возвращение. То, какие они одновременно разные и совпадающие, поражает воображение. То, какие они одновременно разные и совпадающие, поражает воображение. Добью и себя, и вас рассказом удачливой армии, которым она поделилась в ТикТок. Я работала и вдруг увидела двух парней, которые старались не привлекать к себе внимания, опустив головы, но я сразу же узнала Тэхёна. К стойке заказа подошел его менеджер и заказал 2 пирожных пастел де ната и 2 Coca-Cola Zero. Я очень волновалась, но решила не подходить, чтобы не беспокоить Тэхёна и не казаться навязчивой. В тот момент, когда они уже собирались уходить, я не выдержала и тихо сказала «Пока, Тэ». Он меня не услышал, но его менеджер – да. Тот повернулся к нему и, указав на меня, сказал «Смотри, тебя узнали». Тэхён обернулся и с улыбкой сказал «О, пока-пока». «Спасибо». У меня был шок. Через несколько минут менеджер неожиданно вернулся за салфетками, и в этот момент ко мне подошел сам Тэ. Он обнял меня и сказал «Спасибо тебе большое». Я сказала ему, что являюсь армией уже 9 лет. И что обязательно буду на их концерте в Мадриде. Он поблагодарил, а затем сам предложил сфотографироваться на память. Сделав снимок, он еще раз тепло улыбнулся, сказал спасибо и ушел. Умеет расставлять приоритеты.
Согласно исследованию Hanwha Investment and Securities, опубликованному 4 февраля 2026 года, в январе казино Paradise зафиксировало рекордную за всю историю месячную выручку в размере 94 миллиарда вон. В отчете отмечается, что назначение Тэхёна в качестве рекламного амбассадора не только повысило узнаваемость бренда, но и сформировало новые туристические тренды. Paradise City и казино Paradise получили положительную оценку как объекты, ставшие знаковыми достопримечательностями среди иностранных туристов. Было зафиксировано заметное увеличение потока туристов из Китая и Японии, а также изменение моделей поведения. Набирает популярность формат без проживания, когда туристы после въезда в страну посещают казино и спа-комплекс, а затем сразу выезжают. В докладе ключевым фактором январского рекорда названа сумма Mass-Drop, сумма, конвертированная обычными туристами в фишки для игр, что свидетельствует о расширении спроса со стороны зарубежных массовых туристов под влиянием эффекта от сотрудничества с Тэхёном и устойчивом укреплении доходов компании. Финансовый эффект от сотрудничества с Ким Тэхёном в очередной раз подтверждает беспрецедентные показатели. Гордимся! Настоящий мужчина должен уметь побыть маленькой деткой. Если Чонгуку нравится вещь, он не выбирает цвет. Он выбирает все. Потому что зачем ограничивать себя, если можно выбрать быть счастливым? Этот профиль не дает мне покоя. На одной из фото, которыми поделился Тэхён, видно очень интересный чехол на телефон. Это эксклюзивный лимитированный чехол из коллаборации Такаши Мураками Кейстафай в серии Flowers Bloom. Он украшен культовым цветочным мотивом знаменитого японского художника Такаси Мураками, а рамка вокруг камеры оформлена радужными цветами. Это особая версия, которая отличает его от стандартных аксессуаров и делает коллекцию особенно желанной для фанатов искусства и коллекционеров. Чехол поступил в продажу вместе с коллекцией Flowers Bloom, которая официально стартовала 10 октября 2025 года. Это ограниченный тираж, часть коллаборации, где многие продукты были выпущены в малых количествах и быстро разлетелись. В настоящий момент на официальном сайте его уже нет, можно найти только на сторонних площадках. Где подписать петицию, чтобы Чонгук вернул цветные волосы? Чонгук стал первым и пока единственным иностранным сольным артистом, который набрал более 250 миллионов прослушиваний в Spotify Japan. Он обогнал по этому показателю Эда Ширана, у которого 217 миллионов прослушиваний. Япония занимает второе место по величине музыкального рынка в мире. Он слишком горячий для этого мира.
Тэхён рассказал о своих последних постах, наполненных зимними эмоциями. 7 февраля Тэхён опубликовал несколько фотографий в Instagram с подписью «Январь, Аари, февраль, Хадзими». Аари и Хадзими в переводе с японского означают «конец» и «начало». На фотографии Ви, одетый в куртку с капюшоном и кепку задом наперед, откусывает кусочек бунгиапанга, хлеба в форме рыбы, и, осторожно держа сумку, идет по тихой улице. Он пьет рыбный суп перед уличным ларьком, чтобы согреться, и неспешно прогуливается по заснеженным улицам ночью. Контраст между его ярко-рыжими волосами во время фотосессии и его небрежной, растрепанной прической и повседневной одеждой поразителен. Также была опубликована фотография с актером Пак Хёншиком. На кадрах, где они идут рядом или под руку, они дополняют простую атмосферу черными очками в роговой оправе. Фотография распространилась в интернете вместе со свидетельствами очевидцев о том, как они вместе посещали концерт. Ви также поделился результатами теста «Мой музыкальный возраст». На экране отобразился его музыкальный возраст – 82 года, а подпись добавила «Я глубоко увлечен музыкой конца 1950-х». То, как он непринужденно раскрывает свои музыкальные вкусы, а не преувеличивает их, создает атмосферу, типичную для Ви. Он также опубликовал фотографии участников группы, репетирующих танцы, написав «Это очень много упражнений». Очень много упражнений. Между тем, продолжаются различные предположения относительно пребывания участников в Португалии, но сообщения указывают на то, что цель их визита не была официально объявлена заранее. В голове только маты, друзья. Каждый раз, когда вижу его собственно. Девять лет назад, 7 февраля 2017 года, Чангук официально окончил Сеульскую школу исполнительских искусств СОУПа. Все участники группы пришли поддержать Золотого Макне на церемонии вручения дипломов. После официальной части группа отправилась в китайский ресторан, чтобы отпраздновать событие. Это стало повторением традиции. В этом же ресторане они обедали в день его поступления в старшую школу. Награды и успехи. Чангук получил специальную награду за достижения Achievement Award от школы за вклад в продвижение учебного заведения на мировом уровне. Несмотря на загруженный график айдола, он демонстрировал хорошие результаты, включая высокие баллы по химии 95 и психологии 90. Фотографии в знаменитой желтой школьной форме СОУПа быстро разлетелись по сети и до сих пор остаются символом его взросления в глазах поклонников. Пусть эти аэропортные тейкук и коллекция видео становятся все больше и больше каждый день. Тэхён поделился этой картинкой. На изображении представлена страница из детской обучающей книги с явной ошибкой в дизайне. Описание изображения. Текст. На странице написано крупными буквами V is for violin, буква V для скрипки. Иллюстрация. Под текстом изображен улыбающийся мальчик в коричневой шляпе, который играет на акустической гитаре или укулеле, а не на скрипке. Контекст. Это изображение стало популярным в интернете как пример плохого дизайна, крэппи дизайн, или ошибки ИИ при создании контента для книг. В некоторых культурах, например в Бразилии, существует инструмент виола, который внешне напоминает гитару, что могло стать причиной путаницы при переводе или автоматической генерации контента.
Однако в английском языке «violin» однозначно означает скрипку, на которой играют смычком. Точная дата появления этого изображения неизвестна, но оно стало широко популярным в интернете, как интернет-мем, примерно в 2022 годах. То, как Тэхён опирается на Чонгука, и из его глаз вырываются искры огня. Чонгук спел часть Тэхёна, и слышно голос Чона, который поднял так высоко, что не поймешь, кто поет, Чонгука или Тэхён. Немного нежности. Думали, мы не заметим? Заметили. Бини от Calvin Klein. Второе место. Это так интимно. Чонгук немножко белка, тоже с ума сходит, когда видит орехи. Собираюсь ли я это обсуждать? Ни в коем случае. Ною ли как неадекватный? Определенно. Первое место. В тот момент Чонгук был готов бороться с Юнги просто за то, чтобы стоять рядом с Тэхёном. Молчаливый рейдж кролика был молчалив, но ощутим этими переглядками. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.